Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте посмотрим, что там происходит на рынке, к чему эти события неукоснительно ведут и какие перспективы сегодня на вечерней сессии по движению в долларе, нефти, золоту, рублю и другим активам. Так, друзья, давайте к календарику вернемся. Календарик наше все. Во-первых, по Китаю объем выдачи кредитов он упал. Звоночек это очень тревожный. Почему это тревожный звоночек? Потому что вы сами видите, какой там трэш развивается на рынке недвижимости. На самом деле рынок недвижимости это далеко не все, где развивается трэш. Помимо этого идет расколбас в высокотехнологическом секторе. Помимо этого в финансовой сфере там тоже дела обстоят далеко не айс. Ну и плюс китайский Центробанк достаточно странное для такой ситуации решение недавно принял по поводу сокращения резервов. Резервы банков выделяются для того, чтобы покрывать риски, которые возникают в результате сбоев. Невозврат кредитов, невыполнение обязательств, раскрытие гарантий и так далее и тому подобное. Соответственно, вы можете минимизировать резервы. Это вполне резонное законное действие, если экономика развивается и растет. В этом случае это приводит к тому, что у банка падает обеспечение, у банковской системы падает обеспечение под риски. Соответственно, на падающем рынке, где возникает масса проблем, уменьшать, снижать банковские резервы, по меньшей мере решение достаточно рискованное в целом для экономики. Не для каждого конкретного банка, а вообще для экономики. Поэтому такой ход, на самом деле, я понимаю, зачем они это сделали, но мне кажется, они поставили не на ту лошадку. В данной ситуации это приведет к негативным последствиям. Так, далее ежемесячный отчет ОПЕК по ценам. Смотрите, следующий момент, который очень интересен, это инфляция в Соединенных Штатах. Что мы здесь получили? Базовый индекс потребительских цен от года к году 4%, но месяц к месяцу происходит рост. И действительно, если почитать американские форумы, различные обсуждения товаров, услуг среди американцев, то, соответственно, там масса информации относительно того, что высказывают неудовольствие в части того, что происходит с ценами. Крупнейшие производители пищи, тот же Крафтс, Хейнс, выступают периодически сейчас с заявлениями, что наступила эра дорогой еды и еда будет дорожать. Помимо всего прочего, произошел такой процесс накопления в недвижимости, выросли цены, но при этом, например, аренда выросла непропорционально. Поэтому аренда будет догонять рост цен на недвижимость, соответственно, это придет к тому, что будет падать покупательская способность. Падение покупательской способности в западных странах это подобно Армагеддону. Мы с вами имеем в руках тикающую штуку, которая вот-вот сработает. Но я так предполагаю, этот вот-вот должны дотянуть либо до февраля, либо до апреля. Так, друзья, если смотреть новостные события, ленты по Соединенным Штатам, что мы видим? Что рост потребительских цен снижает покупательскую способность. Сигнал очень тревожный, потому что он приведет к тому, что может возникнуть коллапс в Соединенных Штатах. На фоне этого ФРС может предпринять какие-то резкие действия. И, соответственно, это не очень позитивно, и это несет в себе большие риски на ближайший квартал. Первый квартал 2022 года. Так, российскую новостную повестку, если на сегодня смотреть, то здесь получается, что в ближайшее время, наверное, в экономике позитива, скорее всего, не произойдет. Но опять же, чтобы не было какого-то не совсем правильного восприятия, экономика это не цены на газ и нефть. Экономика это то, что крутится внутри, то, что производит товары и услуги. И очень желательно, чтобы произведенные товары и услуги активно экспортировались во внешний мир. Тогда страна становится развитой и, соответственно, люди в ней живут хорошо. Сырье – это товар с низкой прибавочной стоимостью, и поэтому экспорт сырья, как правило, он не вызывает никакого позитивного сдвига в экономике страны.
В начале, когда были нулевые годы и пошел рост, да, там по инерции те нефтедоллары, которые приходили, они за собой тащили смежные области. Сейчас ситуация другая, она уже изменилась в корне в 2011-2012 году. И вот этот волшебный рост цен на ресурсы, скорее всего, не приведет к улучшению экономической ситуации. Потому что помимо этого мы получили новый фактор, который связан, во-первых, с тем, что подорожали товары, которые производят на Западе из-за такого мощнейшего ралли сырьевого, это раз. И во-вторых, ну, вы сами видите, каждый день умирает порядка там 900 или 1000 человек от ковида. Соответственно, это приведет к тому, что значительное сокращение населения, и такие процессы, они всегда негативны для экономики. Так, друзья, перейдем к тому, что у нас сегодня было на рынке. День сегодня был просто волшебный, изумительный в части движения по золоту. Весьма вероятно, завтра продолжится ралли во всех акциях золотодобывающих компаний. Это и Петропавловск, и Полюс золото, и Полиметалл. Так, но возвращаясь к новостным вопросам, вот эта вот статья «Пессимистичная доля России в мировом ВВП рухнула до минимума с начала века». Да, действительно, такой процесс происходит, потому что ВВП – это то, что производит экономика. И здесь ситуация, она не очень позитивная. Но самое неприятное, что тенденции на ее улучшение не просматривается. Так, друзья, давайте графиком перейдем. По ВИКСу все отлично. ВИКС проваливается, никуда он пока что не растет. Ну и это создает все необходимые условия для того, чтобы начало зарождаться новогоднее ралли. Так, S&P 500, друзья, но здесь ситуация, она достаточно позитивна. Сегодня удержали уровни, которые надо было сохранить. И весьма вероятно, что завтра мы отсюда увидим попытку отскока, цель движения, который будет в район 4385-90. Соответственно, на сегодня, я так полагаю, будет консолидационное движение, и основные события, они произойдут завтра. Но завтра же публикуются данные первичные заявки по безработице. Ну и ключевой уровень поддержки 4320-4300, немножко он подвигается вверх. Если здесь этот диапазон удерживаем, развивается отскок и движение наверх. Так, друзья, далее золото. Здесь ситуация вообще прекрасная. Оно превзошло все ожидания. Я думал 1782 и все. На этой неделе ограничимся. Теперь речь идет об удержании в диапазоне 1790-1796. Если оно закроется сегодня в этом диапазоне, то значит весьма вероятно завтра-послезавтра будет отработана цель, которая находится в районе 1825-1824. Но на сегодня, вероятно, будет коррекционный откат, может быть коротенький задерг с целью потестить 1782, но здесь по золоту самые такие позитивные начинания происходят. То есть даже если оно сейчас все-таки пробивает 1790-1782, то с учетом той динамики, которая сложилась за эти 2 недели, я думаю, здесь ничего страшного не произойдет. Так, друзья, далее нефть. Нефть всему голова. Ее можно после переработки заправлять в автомобиле. Золото заправлять нельзя, с ним вообще непонятно, что делать, кроме как на эти слитки смотреть. Смотрите, здесь по нефти сейчас вот вопрос в закреплении на уровне 83,3. Если мы закрепляемся, то сегодня закрытие весьма вероятно произойдет в районе 83,6. Если сейчас будет коррекционный откат с пробитием 83,15, то оно уходит тестировать 82,3. Скорее всего, я думаю, где-то в районе 83,3 будет закрытие, и завтра мы увидим дальнейшее движение наверх. Так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм, соответственно, вопрос идет, будет, не будет закрытие выше 72.05, 72.1. Если закрытие будет в этом диапазоне и выше, то завтра весьма вероятно мы рубль-доллар увидим уже движение в район 72,4. Вот сюда к этому значению. Если мы на этом уровне сейчас не закрепляемся, у нас возникает сегодня вечером, завтра с утра коррекционное движение, цель которого 71,82. Вот сюда вот сходить.
Так, друзья, далее фьючерс РТС, часовой таймфрейм. Была попытка пробить 182 500. Попытка эта успехом не увенчалась. Сейчас на текущий момент, если будет удержан уровень 184 100, то есть если не пойдет сейчас коррекционный откат с его пробитием, то сегодня весьма вероятно закрытие будет в районе 185 700. И завтра мы можем увидеть, после того, как сегодня будет этот уровень отработан, попытку скорректироваться и все-таки этот уровень пробить и сходить на 183 100 с утра. Дальше посмотрим. Сейчас, я думаю, либо консолидация, наиболее, наверное, вероятный сценарий – это консолидация в этом диапазоне, то, что сегодня произойдет. Так, друзья, смотрите, платина сегодня, она что-то себя не очень уверенно чувствовала, в отличие от золота. Видимо, все смотрели на золото и платину не досмотрели. Потому что золото и серебро сегодня двигались очень хорошо. Но это даже и прекрасно, потому что платина, вот она, если этот уровень удерживает сегодня-завтра, то на этой неделе весьма вероятно все-таки будет движение с целью пробить 1040 и сходить в район 1065. Так, друзья, далее серебро. Вот смотрите, здесь ситуация по серебру очень интересная. Она даже более интересна, чем по золоту. Связано это с тем, что серебро сейчас подошло к своему Рубикону 23,1, 23,2. Вот этот диапазон. Вот если этот диапазон будет взят, и желательно взят на объеме выходящем, то тогда это будет говорить о том, что в ближайшее время мы увидим очень сильное движение по серебру, который может даже не ограничиться 23,8, 23,7, а пойти гораздо дальше. Вот. Сейчас на текущий момент вопрос в пробитии и закреплении. Но уже как бы прокол был, вопрос сегодня-завтра закрепимся нет. Движение, которое отсюда пошло, оно очень энергичное, и оно по своей сути должно привести к пробою и здесь, и движению в район 25-26. Так, друзья, далее вопрос был по Apple. 4-часовой таймфрейм ставлю. Ну, смотрите, сейчас как бы текущая ситуация, она не будет благоволить Apple, я так думаю. Это связано, ну, во-первых, с дефицитом полупроводников и, соответственно, сокращением производства, и с тем, что будет минимизация потребительских затрат. Так, но здесь есть один нюанс, который связан с диапазоном 138,3, 137,4. Вот здесь вот этот диапазон, чуть выше этой оранжевой линии. Соответственно, если этот диапазон не будет пробит, то ситуация с движением в Apple будет стабилизирована на этих значениях. И после какой-то проторговки, там 1-2 торговые сессии, он попытается отскочить и сходить вот сюда на 146. Ну и, соответственно, пробой этого диапазона открывает портал возможностей движения вниз. Очень мощный, очень серьезный. Здесь как бы первая цель, которая приходит на ум, если возникает пробой, это, соответственно, движение на 125-124. Но, опять же, здесь с учетом того, что 4-й квартал, новогоднее ралли, все шипит, все искрит, подарки, покупки под Новый год, вполне, я думаю, есть достаточно значительная вероятность, что здесь вот это движение вниз увязнет и после проторговочки будет отскакивать. Друзья, все, основные моменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов, хорошего вечера.